Как оформить балкон или лоджию? Всем привет! Вы на канале Чертог мастеров. Хотите придумать современный дизайн для балкона или лоджии? Для начала стоит определиться с концепцией организации балконного пространства. Будет ли это зона отдыха, рабочий кабинет или мастерская? Планируете ли вы объединять балкон с комнатой или кухней? Какой уровень утепления вам нужен? Учитывая ответы на эти вопросы, можно подобрать подходящий дизайн и соответствующие отделочные материалы. Увы, но заваленный всяким хламом балкон до сих пор не редкость, а ведь в условиях хронической нехватки квадратных метров в квартире он может стать настоящим подарком. Особенно если грамотно и продуманно подойти к вопросу отделки и организации внутреннего пространства балкона или лоджии. И здесь можно реализовать немало интересных идей, как с умом обустроить балкон. Для начала стоит определиться, нужен ли он вам в качестве кладовки, или же вы хотите его преобразить в пространство для жизни и отдыха. Это станет отправной точкой для дальнейшего планирования оформления балкона или лоджии. Ведь в первом случае можно обойтись лишь минимальным утеплением и простенькой отделкой, а также установкой мебели для хранения вещей, полки, стеллажи и так далее. А вот второй вариант потребует гораздо больших затрат времени и средств, а именно о нем мы и поговорим. Перепланировка квартиры, включающая в себя объединение лоджии, балкона с комнатой или кухней, одна из интереснейших идей. Здесь потребуется провести большую работу, включая согласование изменений в планировке в соответствующих инстанциях. Однако оно того стоит, ведь вы получите в распоряжение дополнительные и совершенно полноценные жилые квадратные метры. Идеальный момент для такой перепланировки – ремонт квартиры или прилегающей к балкону комнаты. Объединять балконное пространство с комнатой или нет – вопрос технических условий, ваших предпочтений и бюджета. В каждом отдельном случае здесь нужно консультироваться со специалистами. Могу лишь сказать, что при таком объединении возможны два варианта – со сносом подоконного блока или без него. Первый обойдется дороже, но даст больше возможностей в плане дизайна. Однако в обоих случаях придется устанавливать теплое остекление и радикально утеплять стены, пол и потолок. Существует множество вариаций того, как организовать балконное пространство. Здесь, в общем-то, все в ваших руках, и можно включить свою фантазию на полную катушку. Мы лишь предложим к вашему рассмотрению наиболее популярные виды отделки балкона. Балкон-мастерская. Для любителей что-либо делать своими руками мини-мастерская на балконе станет отличным выбором. Здесь можно будет удобно расположить небольшие стеллажи для хранения инструментов и материалов, компактный рабочий стол или верстак с выдвижными ящиками. Плюс к этому вы сможете спокойно заниматься работой или творчеством, не мешая своим домашним или соседям. Да, мы не случайно упомянули творчество, ведь балкон можно превратить и в творческую мастерскую. Балкон-кабинет. Если вы частенько работаете дома, то утепленная лоджия или балкон – прекрасный вариант для обустройства кабинета. Здесь вы сможете организовать свое рабочее пространство, которое позволит отгородиться от домашней суеты и бытового шума. Для этого достаточно лишь отделать балкон-лоджию соответствующим образом и правильно подобрать мебель – стол, компьютерное кресло, стеллажи под книги и так далее. К этому можно будет добавить светильники, жалюзи, раскладные стулья для гостей. Особенно хорош вариант с подобным кабинетом для студентов, фрилансеров, работников на удаленке. Последнее сейчас все более актуально, и в интернете можно встретить множество фото с рабочими местами дома, где люди пытаются отгородиться от домашних импровизированными офисными стойками. Собственный кабинет на балконе или лоджии в такой ситуации – настоящее спасение. Балкон-столовая. Этот вариант часто используется при объединении лоджии и кухни. На лоджии или балконе устанавливается стационарный стол и организуется столовая зона, где проходят семейные завтраки, обеды и ужины. Если кухня сравнительно небольшая, то в целях экономии пространства можно выдвинуть на балкон холодильник. Еще одна интересная идея – превращение в стол или барную стойку подоконного блока после демонтажа окна между балконом и кухней, если он не был снесен. Одним словом, объединение балкона с кухней открывает широкие возможности для креативных хозяек. Оптимальный момент для такого решения – планируемый ремонт кухни. Впрочем, даже и без такого объединения можно сделать столовую на балконе лоджии, если размеры позволяют, и пользоваться ей как минимум все теплое время года. Еще одна идея – выполнить барную стойку вдоль всего остекления балкона и наслаждаться красивым видом за окном за утренним кофе или вечерним чаем.
Балкон-гардеробная. Этот вариант часто недооценивают, а зря, ведь суровая практика показывает, что характерному женскому нечего надеть обычно сопутствует некуда вещи складывать. Поэтому создание гардеробной комнаты на балконе или лоджии может стать весьма неожиданным, но очень приятным подарком для женской части семьи. Достаточно хорошо продумать установку соответствующей мебели после утепления и отделки балкона, и проблема некуда складывать вещи будет решена на много лет вперед. А у дам появится великолепный повод похвастаться перед подругами и знакомыми наличием целой гардеробной комнаты в доме. Балкон – зона отдыха. Это один из наиболее распространенных вариантов обустройства балконного пространства. Здесь все определяется размерами балкона или лоджии и вашими предпочтениями. На большой лоджии можно установить и диван или мягкий уголок, и журнальный столик, и мягкие стулья. Некоторые даже организуют полноценное спальное место. Если речь идет о балконе скромных размеров, хорошим выбором станет стол-подоконник и барные стульчики или складные стол и стулья. Если же говорить о дизайне балконной зоны отдыха, то здесь можно креативить до бесконечности, используя самые разные оформительские решения на свой вкус. Декоративное освещение, цветовые решения, комнатные цветы и вертикальное озеленение, выбор и расстановка мебели, выбор отделочных материалов и так далее. При выборе концепции дизайна и варианта организации пространства балкона сначала нужно определиться с планируемым уровнем теплоизоляции. Для балкона с холодным остеклением подойдут не все отделочные материалы и способы оформления. Я не буду подробно и в деталях описывать все операции, необходимые для превращения балкона в жилое помещение. Все-таки основная тема видео – это организация пространства и дизайн. Поэтому остановимся лишь на кратком поэтапном списке работ. Комплексная отделка балкона включает следующие этапы. Подготовка, ремонт балкона, усиление парапета и плиты, если требуется. Демонтаж всех старых покрытий. Герметизация, выполнение пара и гидроизоляции, чтобы предотвратить проникновение влаги и промерзания. Монтаж чернового пола на лаге из деревянного бруса. Установка на стенах обрешетки, на которую будут монтироваться чистовые материалы. Остекление. Установка рам со стеклопакетами, чаще всего пластиковых. Утепление стен и потолка с использованием современных теплоизоляторов. Монтаж чистовых отделочных материалов, подоконников, откосов. Установка светильников, выключателей, розеток, электропроводка монтируется на этапе черновых работ. Монтаж выбранного напольного покрытия, установка мебели и предметов интерьерного декора. Это примерный порядок работ, которые необходимо выполнить очень качественно и основательно, поэтому их лучше доверить профессионалам. Существует множество отделочных материалов, которые можно использовать для внутренней отделки балкона. Здесь главное, чтобы они гармонировали с создаваемым оформлением и соответствовали поставленным задачам. Оптимальным способом выбрать подходящие материалы для чистовой отделки можно назвать создание дизайн-проекта. Это также позволит увидеть заранее, как будут выглядеть на практике ваши дизайнерские идеи, и заодно оптимизировать финансовые затраты на ремонт балконной площади. Наиболее популярные материалы для отделки стен – деревянная вагонка, панели ПВХ, искусственный камень, панели МДФ, древесные плиты МДФ, ДСП, ДВП, ОСБ, пробковые панели, керамическая плитка, гипсокартон влагостойкий. Для отделки потолков могут использоваться эти же материалы, за исключением керамической плитки и искусственного камня. Наиболее популярные напольные покрытия поверх чернового пола – ламинат, линолеум, ковролин. Если создается теплый пол, то к списку можно добавить керамическую плитку. Помимо привлекательного внешнего вида, материалы для отделки балкона должны обладать простотой в монтаже, повышенной влагостойкостью, устойчивостью к температурным перепадам, достаточную шумо- и теплоизоляционные свойства. Теперь вы знаете, во что можно превратить свой балкон. Ссылка на статью в описании. Надеюсь, вам понравилось это видео. Напишите в комментариях. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Что, мы уже не снимаем? Заходи к нам почаще.